Всем привет, здравствуйте, меня зовут Илья, это канал Изучаем C++ вместе, мы продолжаем с вами заниматься по плейлисту по книге Стивена Прата. Мы с вами остановились на второй главе, это ее какая-то часть очень большая, если не смотрели предыдущие части, то по ссылочке в описании переходите на плейлист и смотрите с того момента, где остановились. Но мы сегодня с вами поговорим про функции, определяемые пользователем, и напишем листинг 2.5. Напишем листинг 2.5. Вот, соответственно, перед тем, как мы начнем, господа, не забываем, как обычно, ставить лайк и подписываться на канал, потому что напоминаю, что время просмотра подписчиками за последние 28 дней составило 60, почти 7%, замечательный результат, но наш с вами челлендж 70%, поэтому прожимаем на колокольчик, видим новый ролик и смотрим его от начала до конца, чтобы побить наш челлендж. Окей. Поехали. Функции, определяемые пользователем. В стандартной библиотеке C насчитывается свыше 140 предварительно определенных функций. Если какая-то из них подходит для решения вашей задачи, то, конечно же, имеет смысл ею воспользоваться. Однако нередко приходится писать собственные функции, в частности при разработке классов. В любом случае, проектировать собственные функции очень интересно, поэтому давайте рассмотрим этот процесс. Вы уже использовали некоторые предварительно определенные функции, и они имели имя main. Каждая программа на C++ должна иметь функцию main, которую обязан определить пользователь. Предположим, что требуется добавить еще одну функцию, определяемую пользователем. Как и в случае с библиотечной функцией, вызов функции определяется пользователем, производится по ее имени. Вдобавок, как и для библиотечной функции, вы должны предоставить прототип функции перед ее использованием. Обычно прототип размещается выше определения main, однако теперь вы, а не поставщик библиотеки, должен предоставить исходный код для новой функции. Проще всего это сделать, поместив нужный код в тот же файл после кода main. Все сказанное проиллюстрировано в листинге 2.5. Давайте посмотрим на листинг 2.5 и запишем его. Листинг 2.5. Окей, называется наш листинг ourfunc.cpp. Определение собственной функции. Определение собственной функции. Подключаем заголовочный файл uStream. Далее определяем прототип функции, называем ее Simon. И указываем, что параметром, тип данных нашего параметра, который мы будем передавать, интовый. Это у нас будет с вами прототип функции Simon. Прототип функции Simon. Далее у нас с вами наша основная функция main. Внутри тела нашей функции main мы указываем using namespace std. Далее передаем параметрам, вызываем нашу функцию, передаем параметрам тройку. То есть вот здесь у нас происходит вызов функции Simon. Вызов функции Simon. Далее выводим на экран pick an integer. Заводим переменную count. Интовую переменную count объявляем. Заводим. Ну вы поняли, как машинку. Далее у нас оператор sin, и мы будем вводить тот самый count, который мы определили, точнее объявили выше. И далее будем в нашу функцию Simon уже передавать нашу переменную count. Еще один вызов Саймона. Еще один вызов Саймона. Так, и напоследок мы выводим на экран сообщение «Готово». Inline и return 0. Вот такая вот незамысловатая программа. Но, кстати, она еще не закончилась, потому что, да, мы же не определили нашу функцию. Вот, а потом мы такие берем и после нашей функции main начинаем писать определение нашей функции. Пишем, что она у нас имеет вид тип Simon, да, и вот это вот все. И здесь пишем уже определение функций. Кстати, напоминаю, что если в IDE Visual Studio работаете, есть одна маленькая хитрость, когда видите, ну вот, что мы объявили прототип, но не
написали реализацию функции, можно навестись вот сюда, нажать на вот эту вот штуку и создать определение Simon в листинге внутри здесь, и у нас оно вот здесь определится. То есть он его еще раз напишет, и можно как бы не переписывать, да. Но мы пока, как говорится, учимся, будем писать ручками, чтобы все это дело понимать. Вот, соответственно, определяем нашу функцию. Определение функции Simon. Определение функции. Точно Simon? Может, Симон? Не знаю. Далее внутри этой функции указываем, что будем использовать пространство имен std, потому что мы здесь указывали пространство имен std локально внутри функции main, поэтому для нашей этой функции using namespace std уже бы не работал, если бы мы его тоже здесь локально не указали. Далее у нас будет sout. Simon says touch your toys. Наш аргумент times inline. Так, и далее у нас комментарий, что функция типа void, видите, у нас функция voidовская, да, функция void, типа void, да, функция void не требует оператора return. Оператора return. Вот такая вот программа у нас получается. Что у нас получается? У нас получается, когда мы будем вызывать вот здесь функцию Simon и передавать в нее троечку, то мы ожидаем, что на месте этого кода у нас в консольке вы увидите сообщение Simon говорит, что потрогай его игрушку, что ли? Или он говорит touch. Ну да, твою игрушку. Давайте переведем это дело. Но как будто бы Simon говорит, потрогай твою или его, в смысле, вот это не понимаю. В общем, столько-то раз, да, и сколько здесь было введено, столько и будет. Потом мы введем это дело ручками, и, соответственно, выведем еще раз сообщение от нашего Саймона. Давайте посмотрим, что он там говорит. Times 3. Коснуться пальцев ног. То есть это, да, это пальчики. Понятно. Ну, в общем, вот Симон, да, еще и Симон, не Саймон, но Симон. Симон говорит, коснись его... Ну, вы поняли. В общем, коснись столько-то раз его пальчиков. Давайте запустим, посмотрим, как это дело работает. И работает ли. Запускаем программу. Видим, что изначально мы передавали аргументом тройку. И, соответственно, Саймон говорит, коснись 3 раза. Но мы с вами злые ребята, пишем 3 девятки еще здесь, вот сюда, в оператор, значит, cin. Передаем это 999, и получается, что теперь Саймон нам говорит, Симон говорит, что коснись-ка его пальчиков, до потери пульса касайся его пальчиков, и как бы все. Вот, соответственно, вот такая вот у нас программа получилась. Не особо тут, вроде бы все ок, вроде бы все понятно, нет, все вот это вот мы уже вроде бы как бы разбирали, да. Единственное, что мы писали функцию, описывали ее после функции main. То есть сначала мы сделали прототип функции, а потом уже определение функции написали после функции main. Да? Окей. Хорошо, функция main вызывает функции Simon 2 раза. Один раз с аргументом 3, а другой раз с аргументом переменной count. Между этими вызовами пользователь вводит целое число, которое присваивается переменной count. В этом примере в приглашении на ввод значение для count символ новой строки не используется. В результате пользователь будет вводить значение в той же строке, где располагается приглашение. Ну, приглашение имеется в виду, что вот мы когда вводим, да, и мы вводим в этой же строке. Вводим в этой же строке количество вот этого вот всего. Если бы мы здесь там написали символ, да, или endline прописали, то мы бы вводили уже в новой строке. Там еще и пробел затесался, но вот этот пробел еще затесался. Ну, понял. Поэтому мы пишем в этой же строке. Слово приглашение, конечно. Приглашение на ввод. Я вас приглашаю. You're welcome. В результате пользователь будет вводить значение в той же строке, где располагается приглашение. Ниже показан пример выполнения этой программы. Окей, у нас все то же самое. Хорошо. Форма функции. Определение функции Simon в листинге 2.5 следует той же общей формуле, что и определение main. Сначала идет заголовок функции, затем в фигурных скобках следует тело функции. Форма определения функции может быть обобщена следующим образом. Форма определения функции может быть обобщена следующим образом. То есть у нас есть тип
возвращаемого значения, есть имя функции и есть список аргументов, которые она принимает. В нашем случае аргумент только один. Ну и далее операторы или стейтменты, которые описывают, определяют эту нашу с вами функцию, да? Обратите внимание, что исходный код определяющей функции Simon расположен после закрывающей фигурной скобки функции main. Вот мы здесь закрыли функцию main, и далее у нас началось определение функции Simon. Как и в C, но в отличие от Pascal, в языке C++ не допускается помещать одно определение функции внутрь другого. В языке C++ не допускается помещать одно определение функции внутрь другого. Кстати, никогда не пробовал. Давайте попробуем void print int. Ну, предположим, если бы я прототип хотел. Ага. Одно определение. Так, определение. Хорошо, давайте определение. Определение неважно. In. И вот так. И здесь бы что-нибудь писали. Бело. Ругается. А если после? Тоже ругается. Говорит, требуется точка с запятой после вот этого. Это интересно, кстати. То есть он... А прототип, то есть можно что ли сделать? Добавлено перегрузок 2. Это что, есть какая-то? Что? Давайте, чтобы не было такого. Но он его как-то не подчеркивает, да? То есть он не говорит, что... Ну, как будто бы нет, да, такого. Здесь уже определение. Ладно. Но он ничего не говорит плохого-то, да? Вот как бы пишешь и подчеркнул бы, сказал, да, прототипы внутри функции делать нельзя. Но он говорит здесь про определение функции внутрь другого. В языке C++ не допускается помещать одно определение функции внутрь другого. Каждое определение функции располагается отдельно от остальных определений. Все функции создаются одинаково. Хорошо. Ну так. Попроверяли ради интереса, как говорится, да? Окей. Соответственно, рисунок. Давайте посмотрим, что у нас здесь include uStream. Есть using namespace std. Есть прототипы функции what Simon double takes. Есть два прототипа. Далее у нас функция main, какие-то стейтменты и return 0. Далее вторая функция у нас void Simon и ее определение и double takes. И здесь еще какое-то определение. Да? Определение функции располагается в файле последовательно. Хорошо. Заголовки функции. Функция Simon из листинга 2.1. Simon или Simon? Simon. Все-таки Simon. Все, Simon. Не отвертится теперь. Simon будет Simon. А то у меня были сомнения. Так, функция Simon из листинга 2.5 имеет следующий заголовок. Void Simon int n. Здесь void означает, что функция Simon, здесь void означает, что функция Simon не имеет возвращаемого значения. Поэтому при ее вызове не генерируется значение, которое можно было бы присвоить какой-то переменной в main. Таким образом, первый вызов функции имеет вид Simon тройка, нормально для функции void. То есть, так как она нам ничего не возвращает, мы просто передаем туда параметр и вставляем туда какое-то значение. Поэтому как бы для нас это получается нормально. Поскольку Simon не возвращает значение, ее нельзя использовать следующим образом. Simple равен Simon. Да? То есть мы не можем создать какую-то переменную интовую, как она там, simple, да, simple, предположим, и присвоить в этот simple результат. Sample. Не можем присвоить результат выполнения нашей функции в нашу переменную, потому что у него тип void. Если бы здесь был int, и она бы нам чего-нибудь возвращала, тогда бы мы смогли. Но у нас нет ретерна, но, кстати, ну, хотя бы сейчас видно, да, что так можно, что уже не ругается Visual Studio на то, что а-та-та, что ты делаешь, но у нас там нет ретерна. Вот, в любом случае, нельзя так делать, это так. Вот, хорошо.
Здесь, как говорится, понятно. Int n в скобках означает, что функция Simon будет вызываться с одним аргументом типа int. Здесь n это новая переменная, которой было присвоено значение, переданное во время вызова функции. Таким образом, при следующем вызове функции переменной n, определенной в заголовке функции Simon, присваивается значение 3. Присваивается значение 3 вот этой n, которую мы передаем, присваивается значение 3 при следующем вызове функции. То есть, когда мы вызываем здесь эту функцию, в эту n присваивается значение 3. Окей. Когда оператор cout в теле использует переменную n, он имеет дело со значением, переданным при вызове функции. Поэтому вызов Simon3 отображает в своем вызове значение 3. В результате вызова SimonCount на экран будет отображено значение 512, поскольку это значение было введено для переменной count. Короче говоря, заголовок Simon сообщает о том, что эта функция применяет один аргумент типа int и не имеет возвращаемого значения. Давайте взглянем еще раз на заголовок функции main. Int main. Здесь int означает, что функция main возвращает целочисленное значение. Пустые скобки, которые не обязательно могут содержать void, означает, что эта функция не принимает аргументов. Функции, которые имеют возвращаемые значения, должны использовать ключевое слово return для передачи возвращаемого значения и завершения функции. Поэтому в конце функции main присутствует следующий оператор return 0. И считается хорошим тоном, все-таки, хотя сейчас компиляторы и сами дописывают там return 0, но хорошим тоном считается всегда в конце, если функция что-то возвращает, она должна что-то возвращать, и вы как программисты должны видеть, что она возвращает. Поэтому мы везде пишем return 0. Логически все верно. Функция main должна возвращать значение типа int, и таковым является 0. Но может возникнуть резонный вопрос. Куда возвращается значение? Ведь ни в одной программе не встречается вызов функции main наподобие excuse main. Excuse. Такого нет в наших программах. Дело в том, что здесь предполагается, что вашу программу может вызывать операционная система, к примеру Unix или Windows. Поэтому возвращаемая функцией main значение передается не в другую часть программы, а в операционную систему. Многие операционные системы могут использовать значения, возвращаемыми программами. Например, для запуска программ и проверки возвращаемых ими значений, обычно называемых значениями завершения. Могут быть написаны сценарии оболочки Unix и пакетные файлы командной строки Windows. А у нас новое понятие. Давайте запишем. Значение завершения в C++ это значение, которое программа возвращает операционной системе при своем завершении. Значение завершения может быть задано с помощью функции exit, функции abort, оператора return из main или неявно по умолчанию. Значение завершения может быть использовано для индикации успешности или сбоя программы, а также для передачи информации между программами. Вот такое неплохое определение. А я напоминаю, что все понятия из книги, которые мы видим здесь, подчеркнутые курсивом, мы записываем в наш файл понятий из книги, который вы найдете по ссылочке в описании. Вот, окей. Next. Обычно нулевое значение завершения означает, что программа была выполнена успешно, а не нулевое значение свидетельствует об ошибке. Таким образом, можно написать программу на C++, которая будет возвращать не нулевое значение в случае, скажем, невозможности открытия файла. После этого можно разработать сценарий оболочки или пакетный файл для запуска такой программы и принять альтернативное действие в случае сбоя. Хорошо. Ключевые слова. Ключевые слова формируют словарь компьютерного языка. В этой главе использовались 4 ключевых слова: int, void, return и double. Поскольку эти ключевые слова зарезервированы исключительно для нужд языка C++, вы не можете использовать их для других целей. То есть нельзя применить return в качестве имени переменной или double в качестве имени функции. Однако их можно использовать как часть имени, например, painter или return земля ace. В приложении B вы найдете полный перечень ключевых слов C++. Кстати говоря, main это не ключевое слово, поскольку оно не является частью языка программирования. Вместо этого main представляет собой имя обязательной функции main. Main можно использовать в качестве имени переменной, однако это может привести к возникновению специфических проблем, рассказать о которых в этой книге не представляется возможным. Если коротко, то лучше не поступать так. Подобным образом, многие имена функций и объектов не являются ключевыми словами. Однако применение одного и того же имени, например, cout для объекта и для переменной в программе, приведет к ошибке компиляции. Другими словами, cout можно использовать как имя переменной функции,
в которой не задействован объект SEO для вывода, но в рамках одной функции нельзя применять SEO для имени переменной и объекта ввода. Ну, все понятно. В общем, не используйте то, что вы используете, а используйте то, что вы не используете. Окей, хорошо. Использование определяемых пользователем функций, имеющие возвратные значения. И листинг 2.6, об этом мы поговорим уже с вами в следующем ролике, потому что 20 минут здесь посидели, и все у нас было прекрасно, и листинг 2.5 разобрали, и в принципе все стало понятно. Как говорится, спасибо Стивену Пратту за замечательный новый листинг. Если все было понятно, как обычно, не забываем ставить лайк и подписываться на канал, потому что напоминаю, что за последние 28 дней контент с подпиской посмотрели 66,8% зрителей. Замечательнейший результат, благодарен всем вам. Но наш с вами челлендж 70%, поэтому подписываемся на канал, видим новый ролик, смотрим его от начала до конца, ставим лайки, пишем комментарии и все в этом духе. Соответственно, в следующий раз мы с вами поговорим про использование определяемых пользователем функций, имеющих возвращаемое значение. Но на этом мы сегодня закончим. Меня зовут Илья. Это канал «Изучаем C++ вместе». Занимаемся по книге Стивена Пратта. Изучаем программирование, язык программирования C++. Также не забывайте заглядывать в описание, потому что там есть много полезных ссылок на другие плейлисты, на другие книги и все в этом духе. Всем спасибо, увидимся в следующем ролике. Всем пока.